Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать очень интересным и в то же время простым способом. Данный способ подойдет для вязания ковриков, сидушек, круглых наволочек на подушечки, подставочек под горячее или же лежанки для наших любимых пушистиков. Для вязания я буду использовать 4 цвета пряжи, но при желании можно вязать из большего количества. И также я буду использовать крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок 3,5. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступаем к нашему вязанию. Так, берем первый наш цвет, делаем кольцо амигуруми или скользящую петлю, набрасываем ниточку на 2 пальчика, делаем еще один оборот. Вот здесь у нас получается такой крестик. Между ниточками заводим крючок и захватываем петельку. Колечко можно немножечко подтянуть. Теперь провязываем одну воздушную и начинаем вязать. Провязываем в кольцо столбик без накида 1. Дальше вяжем полустолбик с накидом. Дальше вяжем столбик с накидом и столбик с 2 накидами. Вытаскиваем ниточку, берем следующий цвет. Провязываем одну воздушную, ее затягиваем. Берем наше колечко. И вот видите, вот здесь мы закончили с вами вязать, значит с этой стороны и вводим в вязание новую ниточку. Вытянули, провязали. И теперь повторяем точно так же, как вязали красным цветом. То есть вяжем вначале столбик без накида, дальше полустолбик с накидом, столбик с накидом и столбик с 2 накидами. Вытягиваем ниточку, оставляем, колечко можно слегка подтянуть и берем следующий цвет. Вновь провязываем одну воздушную петлю, затягиваем ее. Вот видите, вот здесь мы закончили белым цветом вязать, значит за ним заводим крючок и будем повторять наше вязание. Провязали раз, теперь повторяем столбик без накида, столбик, полустолбик с накидом, столбик с 1 накидом и столбик с 2 накидами. Вытаскиваем ниточку, берем последний 4 цвет. История повторяется. Провязываем одну воздушную, затягиваем ее. Вот здесь мы закончили синим цветом, значит после него мы будем вязать следующим. Вытащили ниточку, провязали и теперь вяжем столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом и столбик с 2 накидами. Вытаскиваем ниточку и затягиваем наше колечко. Вот что у нас получилось. Теперь, как бы видите, мы здесь закончили и идем по кругу. То есть у нас начинается вязание сначала. Вот красный цвет у нас идет самый первый, который мы вязали. Находим с вами самый первый столбик без накида. И в него вяжем по 2 стеночки петли, вяжем столбик с 1 накидом. Делаем накид. И теперь вот таким образом за вот этот столбик вот сюда вытаскиваем раз ниточка, накид, сюда же 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Провязываем все петельки вместе.
Теперь смотрим, находим следующий столбик, делаем накид, и в следующий столбик, который у нас был полустолбиком с накидом, под 2 стеночки петли мы провязываем столбик с накидом. Вытягиваем эту ниточку и переходим к вязанию следующего цвета. Здесь вязание у нас будет повторяться, то есть находим с вами первый столбик без накида, в него вяжем столбик с накидом. Теперь делаем накид и за наш вот этот столбик вытягиваем 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Провязываем все петельки вместе. Делаем накид и в следующий столбик вяжем столбик с накидом. Вытаскиваем ниточку, переходим к следующему цвету. Повторяем. В первый наш столбик без накида провязываем столбик с накидом. Теперь за наш вот этот вот столбик провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем все петли вместе и находим следующий столбик, в него вяжем столбик с накидом. Вытягиваем ниточку, переходим к следующему цвету. Повторяем, делаем накид, в первый столбик без накида провязываем столбик с накидом. Теперь за наш столбик вытягиваем 1, 2, 3, 4, 5. Все петли вместе провязываем и в следующую петельку вяжем столбик с накидом. Собственно, дальше принцип повторяется. Переходим к следующему цвету. И смотрите, видите, у нас уже получается следующая цепочка. Вот в каждом ряду, да, новенькие петельки. Но принцип здесь у нас не меняется. То есть в следующую петлю мы с вами вяжем столбик с накидом. Теперь за столбик вот сюда вытягиваем 1, накид, 2, накид, 3, 4, 5. Провязываем все петли вместе. И теперь в следующую петельку вяжем столбик с накидом. Вытянули, переходим к следующему нашему элементу, к следующему цвету. Вновь повторяем, провязываем столбик с накидом. И вытаскиваем за столбик 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем вместе и в следующий столбик вяжем столбик с накидом. Вытаскиваем ниточку, переходим к следующему цвету. Смотрите, таким образом мы с вами провязываем еще 1 и 2. То есть синий цвет и зелененький. Точно так же, как вязали красный и белый. Смотрите, вот я провязала еще синеньким цветом и зеленым. И дальше все вязание у нас будет строиться по этому же принципу. То есть, видите, у нас будет с каждым разом прибавляться вот это вот количество петелек в каждом цвете, с каждой стороны. И мы с вами будем вязать всегда одним цветом такую комбинацию. Следующий столбик вяжем столбик с накидом. Теперь вот сюда за столбик вытягиваем 1, 2,
3, 4, 5. Теперь провязываем все петли вместе. И теперь в следующую петельку вяжем столбик с накидом. Все. Оставляем этот цвет, переходим к следующему. Следующий цвет точно так же вяжем столбик с накидом. Теперь за наш столбик вытаскиваем 1, 2, 3, 4, 5. Все петли провязываем вместе. И теперь в следующий столбик вяжем столбик с накидом. То есть ничего сложного нет. Опять вытаскиваем ниточку и переходим к вязанию следующей части. Единственный момент такой не всегда удобный, то что нужно следить за тем, чтобы нитка не сильно путалась. То есть если у вас где-то что-то начало уходить, одна нитка за другую, сразу поправляйте. Лучше всего, вот как я приловчилась, я на две стороны, то есть два цвета у меня с одной стороны, два цвета с другой. Мне так удобнее. Ну, может быть, у вас есть еще какая-нибудь фишечка, секрет. Делаем накид, провязываем в следующую петельку столбик с накидом, накид, вытаскиваем 1, 2, 3, 4, 5. Провязали все петли вместе. И теперь в следующую петельку столбик с накидом. Я думаю, что здесь уже все понятно. Таким образом мы с вами будем вязать до тех пор, пока не получим нужный размер нашего изделия. То есть опять в следующую петельку вяжем столбик с накидом. Дальше 1, 2, 3, 4 и 5. Провязываем все вместе. И теперь в следующую петельку вяжем столбик с накидом. Все, оставляем петлю и дальше по кругу. И вот таким вот образом мы с вами будем вязать, пока не получим необходимый нам размер изделия. Без всяких заморочек, просто вяжем в следующую петельку столбик с накидом, потом вот такой вот пышный столбик и столбик с накидом. Переходим к следующему цвету. Я очень надеюсь, что я понятно объяснила, и у вас все получится. Смотрите, вот я провязала некоторое количество вот этих наших элементов пышных. Вот что получается. И таким образом можно увеличивать до нужного вам размера. Сейчас я покажу, как завершить вязание, когда вы уже заканчиваете. То есть вот мы с вами как бы начинаем новый ряд, да, но его мы должны сделать завершающим. Для этого мы в следующую петельку вяжем столбик с накидом, теперь опять накид, вытаскиваем 1, 2, 3, 4, 5, 5. Провязываем все петли. И теперь в следующую петельку мы вяжем соединительную. Вот и все. И так поступаем во всех наших точках. То есть, когда вот так вот соединительной петлей вы провязали, мы вяжем одну воздушную и обрезаем ниточку. И точно так же переходим к следующему цвету. То есть вяжем столбик с накидом в следующую петлю. Теперь делаем накид, провязываем за столбик 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем все петли вместе. Теперь в следующую петельку провязываем соединительную. Одна воздушная, обрезаем ниточку. И так с каждым цветом повторяем. И вот такая вот необычная завитушка у нас получается. Надеюсь, что вам понравился данный мастер-класс. Если это так, то не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.